Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас к себе на кухню готовить очень вкусную и сочную рыбку с овощами по-гречески. Рецепт очень простой и доступный. Для приготовления этого блюда подойдет любая малокостистая рыба, даже относительно недорогая и не самая жирная, например, минтай. Благодаря большому количеству сочных томатов, красного лука и других овощей рыба напитывается всеми этими ароматами, приобретает сочность и приятную кислинку томатов. Данный рецепт подойдет как для обычного ужина, так и для праздничного стола. Итак, приступим к приготовлению. Вот ингредиенты, которые нам понадобятся. Морской окунь, брокколи, цветная капуста, красный лук, помидоры черри, свежий чеснок, маслина без косточки, оливки у меня с анчоусом без косточки, лимон, оливковое масло, сушеный базилик, тимьян и орегано, морская соль и смесь перцев по вкусу. Все граммы и кабежу я, как всегда, указала внизу под видео. Начинаем готовить. Для начала в оливковое масло выдавливаем 2-3 зубчика чеснока и отправляем его в сторону, чтобы масло настоялось и приобрело чесночный аромат. Далее приступаем к рыбе. Ее нужно очистить от чешуи, помыть и убрать черные пленки с внутренней полости. Подготовленную рыбу перчим, солим по вкусу и натираем ее с двух сторон и внутри. По желанию можно отрезать хвост и плавники. Даем несколько минут постоять нашей рыбке и отправляем ее в форму для запекания, застеленную пергаментом, на расстоянии друг от друга, чтобы было куда выкладывать наши овощи. Ножом нужно сделать на каждой рыбке поперечные надрезы на верхней части и полить сверху оливковым маслом с чесноком. Немного масла оставляем для поливки овощей. Масло хорошенько растираем по поверхности окуня, стараясь, чтобы оно попало в наши надрезы. Далее вокруг в хаотичном порядке раскладываем овощи: брокколи, цветную капусту, если соцветия сильно крупные, разъединяем их на более мелкие. Далее высыпаем маслины и оливки. Красный лук разрезаем пополам, а потом еще на 3-4 части. Помидоры черри разрезаем тоже пополам и отправляем их в форму. Оставшийся чеснок нарезаем на пластины и раскладываем его на овощи и рыбу. Некоторые пластины закладываем в надрезы в рыбе. Сверху выливаем оставшееся оливковое масло с чесноком.
Далее посыпаем овощи и нашу рыбку сушеным базиликом. На овощи отправляем оставшуюся морскую соль, только немного, так как оливки и маслины, сама рыба уже соленые. И высыпаем сушеный тимьян и орегано. Через ситечко на рыбку выдавливаем сок половины лимона и ставим в форму, заранее разогретую до 180 градусов духовку минут на 20-30. Все будет зависеть от вашей духовки. Готовую рыбку выкладываем на тарелки вместе с овощами и посыпаем зеленью. Рыба с полезным гарниром готова. Всем приятного аппетита! Кушайте с удовольствием, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вам не сложно, мне будет очень приятно. А также по ссылке внизу под видео переходите на мой сайт, где я рассказываю, как я похудела на 25 килограмм именно на таком типе питания и на таких рецептах. Всем пока-пока, увидимся в следующих видео.